Приветствую вас, друзья! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. Жителей Маккавеево-Читинского района Забайкальского края эвакуировали ночью 1 июля из-за подтопления, вызванного разливом реки Унгур после обильных дождей. Уровень воды в реке резко поднялся, что привело к затоплению 15 приусадебных участков, в 2 домах вода проникла в подвалы. Местные жители отметили, что подобный разлив реки произошел впервые за 50 лет. Для борьбы с подтоплением на месте работала тяжелая техника, включая экскаватор, который пытался создать насыпь для сдерживания воды, но усилия не увенчались успехом. Позже были привлечены дополнительные тракторы для укрепления временных сооружений. Эвакуация проводилась в темноте, людей перевозили на лодках. Спасатели МЧС России эвакуировали 5 человек, включая 3 детей. На месте работали 30 спасателей и 8 единиц техники, включая плавсредства. Был развернут оперативный штаб для координации действий. Администрация подготовила пункт временного размещения, но эвакуированные предпочли остановиться у родственников. К утру 2 июля, по словам главы Читинского района, ситуация стабилизировалась, уровень воды начал спадать. В этот день проводятся восстановительные работы на размытых дорогах и мостах, а также оценка ущерба. Всего в Забайкальском крае из-за ливней подтопило 48 приусадебных участков и 1 мост в 4 населенных пунктах. Обильные дожди, вызвавшие подтопление, начались еще с вечера 30 июня и продолжались 1 июля. Потушив лесные пожары, они создали новые проблемы, включая размыв железнодорожных путей на станции Дарасун в Карымском районе. За вечер и ночь на ближайшей метеостанции, курорт Дарасун, выпало 176 мм осадков. Это привело к размытию железнодорожной насыпи под одним из 2 железнодорожных путей, в результате чего движение поездов временно приостановили. Позже движение пустили в реверсивном режиме по уцелевшему пути, восстановлением второго занимались около 100 специалистов. По факту инцидента транспортная прокуратура проводит проверку. «30 июня произошел взрыв на химическом заводе компании Сигачи Industries в Пашамилараме, в округе Сангаредди, в индийском штате Телангана. Инцидент случился в рабочее время в реакторном блоке предприятия, производящего микрокристаллическую целлюлозу для фармацевтической, косметической и пищевой промышленности. Взрыв вызвал обрушение здания и крупный пожар, который распространился на соседние строения, а также выброс токсичных химикатов в окружающую среду. Число погибших, по разным источникам, варьируется. Официально сообщалось о 34 жертвах, из которых 31 тело было извлечено из-под завалов, а еще 3 скончались в больнице. По данным полиции, на момент взрыва на заводе находилось от 60 до 140 рабочих, многие из которых были мигрантами из штатов Джаркханд, Одиша, Бихар, Утар-Прадеш и Западная Бенгалия. Около 25 человек с тяжелыми ожогами и отравлением токсичными газами были доставлены в больницы, многие находятся в критическом состоянии. Спасательные операции продолжаются, так как под завалами могут оставаться люди. Национальная служба реагирования на стихийные бедствия и местные власти проводят разбор завалов. Причина взрыва пока не установлена, правительство штата Телангана распорядилось провести расследование. Компания Сигачи Industries приостановила производство на 90 дней из-за повреждений оборудования и здания. Циклон Корнелиус принес в Москву похолодание, проливные дожди и штормовой ветер. Самый жаркий месяц года в этот раз начался с температурных показателей на 3-5 градусов ниже нормы. В Москве 1 июля воздух прогрелся лишь до плюс 14,3 градуса. Этот день стал самым холодным среди всех первых дней июля, начиная с 1962 года, тогда в столице было еще холоднее, всего плюс 13,5 градусов. Дискомфорта дню добавили дожди, выпало 8,5 мм осадков, а также наблюдался порывистый ветер, скорость которого в аэропортах московского аэроузла достигала 17 метров в секунду.
Из-за непогоды в Москве и Подмосковье упало несколько деревьев. В Кунцево ствол дерева рухнул буквально в 10 сантиметрах от машины. Водителю несказанно повезло в этот раз, но лучше не искушать судьбу и в такую погоду. Не парковать автомобили рядом с деревьями. С прогулочной палубы круизного лайнера Disney Dream, который возвращался в штат Флорида после 4-дневного круиза по Багамским островам, упала 5-летняя девочка. Как она рухнула в океан с высоты 4-й палубы, будут еще выяснять. В ту же минуту за ребенком выпрыгнул отец. Пассажиры в ужасе подняли тревогу, капитан замедлил движение судна и развернул его. К пострадавшим была отправлена спасательная лодка, на это все ушло около 25 минут. Отец девочки успел доплыть до ребенка и все это время поддерживал ее на воде. Один из пассажиров рассказал, корабль двигался быстро, так быстро, что просто невероятно, как быстро люди превратились в крошечные точки в море, а затем мы потеряли их из виду. В селе Шабановском Северского района Краснодарского края из-за обильных дождей произошел резкий подъем уровня воды в реке Шепш, что привело к подтоплению более 50 придомовых территорий и 20 жилых домов. Уровень воды в домах достигал до 50 сантиметров. В Шабановском сельском поселении был введен режим чрезвычайной ситуации. На базе школы номер 2 организовали пункт временного размещения, но эвакуированные жители предпочли остаться у родственников. Пострадавших среди населения нет. К утру 1 июля вода оставалась еще в 11 домах, из 9 домов вода уже ушла. Комиссии проводят обследование и оценку ущерба. Ранним утром 1 июля уезд Синфэн, входящий в состав Эншитудзямеосского автономного округа китайской провинции Хубэй, пострадал от экстремальных ливней, в результате которых за 12 часов выпало рекордных 354 мм осадков. Это вызвало сильное наводнение, затронувшее значительную часть уезда Синфэн. Местные власти оперативно эвакуировали 12 тысяч человек. Спасательные операции проводились в условиях сильного дождя и ограниченной видимости. Информация о пострадавших или погибших отсутствует. Ситуация в регионе остается критической. Синоптики прогнозируют продолжение ливней, что может усугубить положение. Интенсивные дожди в мексиканском Чиуауа привели к резкому подъему уровня воды в городских районах. Особенно сильно пострадал район Виллис-дель-Рей, где бурные потоки воды смыли несколько автомобилей у въезда на авеню Гильермо Прийота-Лухан. Одного из водителей пришлось даже спасать из автомобиля с помощью грузовика с местной фабрики. После прохождения паводка в близлежащем районе Эль-Порвенир автомобили были найдены сваленными в кучу. Во время наводнения жители были вынуждены взбираться на крыши своих домов из-за высокого уровня воды, жилые зоны оказались серьезно затоплены. В районе Виллис-дель-Рей и соседних районах, таких как Ло-Бунас, вода превысила уровень тротуаров, затопив дома и дворы. В результате наводнения оказался поврежден водопровод, в 5 районах пропало водоснабжение. Сейчас в пострадавших районах ведется расчистка улиц от завалов из мусора, грязи и обломков, а также восстанавливаются поврежденные коммуникации. 30 июня в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области Узбекистана произошел прорыв магистрального трубопровода диаметром 2840 мм на насосной станции Бабаток в Махалле, Узумзор. Авария вызвала мощный выброс воды под высоким давлением, который очевидцы сравнивали с огромным фонтаном. По данным властей, причиной аварии стала трещина в трубе. Мощный фонтан воды затопил прилегающие территории, включая сельскохозяйственные поля. Для ликвидации аварии была оперативно задействована восстановительная бригада из 12 рабочих из управления насосных станций. Подача воды была экстренно остановлена, чтобы предотвратить дальнейший ущерб.
Горное озеро Такыртор в Высокатинском районе Чуйской области Кыргызстана вышло из берегов из-за резкого увеличения объема воды, вызванного обильными осадками и, возможно, таянием ледников. Это привело к наводнению, затоплению дорог и эвакуации населения. 1 июля ситуация осложнилась. Спасатели МЧС Кыргызстана эвакуировали 782 человека из сел, расположенных вблизи озера Такыртор, из-за угрозы затопления. По данным на 8 часов 45 минут утра 2 июля, объем вытекающей воды из озера Такыртор составлял 8-10 кубометров в секунду, что значительно выше ранее зафиксированных 2-3 кубических метров на 29 июня. В Высокатинском районе действует режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы затопления населенных пунктов и инфраструктуры. На месте ЧП продолжаются восстановительные работы. Сильные дожди в Европе сменились засухой. Сложнее всего сейчас приходится жителям Франции, Италии, Греции, Испании и Португалии. В отдельных районах температура поднимается до плюс 42 градусов. Из-за высокой температуры 200 французских школ закрыли на несколько дней. Закрыли для посещений 1 и 2 июля также вершину Парижской Эйфелевой башни. Тем временем СМИ пишут, что массовое использование кондиционеров, призванных спасать от зноя, фактически усиливает температурные аномалии в городах. Если бы в Париже или Лионе одновременно отключили все системы охлаждения, температура на улицах моментально упала бы на 2 градуса. Но это все только предположение. Первого июля в испанской Каталонии в условиях аномальной жары и сильных ветров вспыхнули лесные и кустарниковые пожары, затронувшие районы Санауха и Торрефета-и-Флорихач в провинции Льейда. По данным каталонских властей, к 2 июля пожары выжгли около 1830 гектаров, включая 40 гектаров в Санаухе и до 1800 гектаров в районе Торрефета. Ситуация осложняется ветреной погодой, высокой температурой и низкой влажностью, что способствует быстрому распространению огня. В результате пожаров более 450 человек были эвакуированы. Еще в 9 муниципалитетах жителям настоятельно рекомендовалось плотно закрыть окна и двери, изолировав себя от густого дыма. Для тушения пожаров задействованы пожарные бригады Каталонии, авиация и наземная техника. Точные данные о количестве задействованных сил отсутствуют, но, учитывая масштабы, речь идет о сотнях пожарных и десятках единиц техники. К утру 2 июля пожар в Санаухе стабилизирован, приказы об изоляции сняты для ряда муниципалитетов. Тем временем пожар в Торрефета-и-Флорихач остается активным, работы по его тушению продолжаются. Пока в Европе мучаются от аномальной жары, в Аргентине на пляж лучше надевать валенки. Хоть там сейчас и зима, побережье завалило снегом впервые за 34 года. Национальная метеорологическая служба Аргентины сообщила, что снегопад был вызван мощным полярным холодным фронтом, который принес холодный и влажный воздух с юга и юго-запада, что необычно для прибрежных районов с их мягким климатом. Сотрудники индийского заповедника тигров Пенч спасли тигрицу и кабана из колодца, в который они случайно вместе упали. Животные оказались в воде во время охоты молодой тигрицы. Она гналась за диким кабаном, пока они не добрались до деревни Хардуа, расположенной на границе заповедника. Там кабан и провалился в колодец. Тигрица не успела заметить, что произошло, и вскоре тоже свалилась в воду. О произошедшем незамедлительно сообщили сотрудникам заповедника. Спасательная команда прибыла к колодцу с ветеринаром. Сначала думали выстрелить в тигрицу дротиком со снотворным, но быстро поняли, что, потеряв сознание, она может захлебнуться в воде. Тогда спасатели спустили в колодец раскладушку. Они надеялись, что уставшая держаться на воде тигрица просто сядет на нее. Так и произошло. Вскоре на раскладушку забрался и кабан, оперевшись о спину тигрицы. Так они и стали на время друзьями. После спасатели спустили в колодец клетку,
по очереди заманили туда животных и вытащили их на поверхность. Ни кабан, ни тигрица не пострадали. Их отпустили в дикую природу. Первого июля сильные муссонные ливни вызвали значительное наводнение в Паттайе, в провинции Чонбури, Таиланд. Начавшиеся утром, ливни продолжались несколько часов и привели к быстрому накоплению воды на дорогах из-за недостаточной пропускной способности ливневой канализации. Уровень воды на некоторых улицах достигал от 30 до 90 сантиметров, что сделало отдельные участки дорог непроходимыми для легковых автомобилей. В центре города и на ключевых магистралях, таких как Бич-Род, образовались пробки и заторы. На центральном пляже, который недавно был обновлен и восстановлен после прошлых паводков, потоки воды размыли укрепления, образовав овраги. Пляж Джамтьен пострадал меньше, серьезные потопления наблюдались только на повороте с Бич-Род в сторону пляжа. Местные власти и спасатели работают над устранением последствий, расчищаются завалы, проводится откачка воды. О пострадавших не сообщается. Многочисленные лесные пожары, вызванные сильной жарой и ветрами, продолжаются в Турции. Пожары охватили провинцию Хатай, а также Измир, Беледжей-Каманису и Сакалью. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, более 50 тысяч человек были эвакуированы из 41 населенного пункта в безопасные зоны. Основная часть эвакуированных из района Сефер-Хисар в Измире. В Хатае пожар начался в районе Караали и распространился на районы Артакерин и Учгидик. Для тушения задействованы 4 вертолета, 211 пожарных машин и 540 пожарных. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что за 3 дня по всей стране зафиксировано 263 пожара, из которых 259 локализованы, а 4 продолжают тушить 2 в Измире и по 1 в Манисе и Хатае. В Измире огонь уничтожил уже 132 дома и 1 предприятие, в Беледжике — 64 дома, 3 предприятия и 20 амбаров. В общей сложности 79 человек получили медицинскую помощь из-за отравления дымом, 1 пострадавший в Беледжике остается под наблюдением. В районе Акхисар провинции Маниса пожар начался из-за неосторожных действий местного жителя. По данным турецких СМИ, мужчина обнаружил клеща на своей подушке и решил поджечь ее, чтобы уничтожить насекомое. В панике он выбросил горящую подушку в сад, что привело к возгоранию, которое распространилось на лес, охватив около 12 гектаров. Для тушения пожара было задействовано 5 пожарных машин, 3 самолета и 5 вертолетов. Подозреваемый был задержан и арестован. Первого июля Вильявисенсия, административный центр Колумбийского департамента Мета, пострадал от сильного наводнения, вызванного проливными дождями, связанными с тропическим штормом. С 30 июня по 1 июля выпало 135,2 мм осадков, что значительно превысило среднемесячную норму. Это вызвало разлив рек Гуаюриба и Ока, а также переполнение канализационных систем, что привело к масштабным затоплениям улиц, жилых районов и инфраструктуры. Затопило также ключевой транспортный коридор между Вильявисенсия и Пуэрто-Лопес, что парализовало транспортировку грузов и пассажиров. В результате наводнения пострадало более 650 семей, многие из которых остались без крова. В районе Вилла-Хулия произошло обрушение моста. Всего от стихии пострадало более 5000 человек. Местные власти и национальное подразделение по управлению рисками стихийных бедствий проводят спасательные операции и доставку гуманитарной помощи пострадавшим. Ведется расчистка завалов и восстановление инфраструктуры. Тем временем прогнозы метеорологов указывают на продолжение дождей, что может усугубить ситуацию. В ночь на 1 июля мощный сель обрушился на государственную дорогу СС-51 Ди-Алемания в районе Дагано-Векке, между Сан-Вито-ди-Кадори и Кортина-д'Ампеццо в итальянской провинции Беллуно в регионе Венето.
Сель был вызван сильными дождями, потоки воды спровоцировали движение грунта и обломков, что привело к обрушению на дорогу. Это привело к временной блокировке шоссе, затруднив доступ к популярному горнолыжному курорту Кортина-д'Ампеццо из равнинной части региона. По данным итальянских пожарных, фронт селя составил около 100 метров в длину и 4 метров в высоту. Дорога была полностью перекрыта в обе стороны в районе Сан-Вито-ди-Кадоре. К счастью, во время селя на дороге не было автомобилей или людей, поэтому жертв и пострадавших не зафиксировано. Дорога остается закрытой до завершения расчистки, точные сроки восстановления движения не уточняются. С начала XX века глобальный лесной покров претерпел значительные изменения из-за антропогенной деятельности, включая вырубку лесов, расширение сельскохозяйственных угодий, урбанизацию и добычу ресурсов. По последним данным, за этот период было потеряно около 1,1 миллиарда гектаров леса, что составляет значительную долю мирового лесного покрова и оказывает серьезное воздействие на экосистемы, климат и биоразнообразие. В 1900 году леса покрывали примерно 4,8-5 миллиардов гектаров земли, это около 38% суши. К 2020 году, по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Global Forest Watch, площадь лесов сократилась до примерно 4 миллиардов гектаров. Потеря 1,1 миллиарда гектаров за 120 лет соответствует этим оценкам. Среднегодовые потери с 1900 по 2025 год составили примерно 9,2 миллиона гектаров. Основными причинами сокращения лесного покрова стали расчистка лесов для сельского хозяйства, легальная и нелегальная вырубка для производства древесины, бумаги и мебели, разрушение лесов для добычи полезных ископаемых, таких как золото и железная руда, а также рост городов и инфраструктуры, включая дороги и плотины, которые привели к фрагментации лесных массивов.